Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр, я живу в Анапе, рассказываю об Анапе, что здесь со мной происходит, чем я занимаюсь. И сегодня понедельничный традиционный стрим, в котором я рассказываю о том, что произошло за последнюю неделю в моей жизни. Пока зрители собираются, обычно в 8 часов еще никого нет, но я думаю, сейчас подключится Алексей из города государственного преступника. Вчера я получил посылку, выписали 6 книг, в магазине «Лабиринт». Вот, и вчера получил посылку. Вот как раз и Алексей. Алексей, я тебя приветствую. И вот такие книги мы получили. Ну, два учебника по немецкому языку. Ну, не учебники, а, так скажем, рабочие тетради с тестами по немецкому языку А1 и Б2. Это для Маши, которая занимается у нас немецким языком. Ой, что я сказал? А2 и Б1. Вот так вот. Ну и книги. Наташа подбирала книги. Вот пришло такое интересное, очень хорошо оформленное, я бы сказал, подарочное издание «Морфология волшебной сказки». На очень хорошей бумаге с обилием иллюстраций. Ну, вообще, это не первая книга, которая у нас в нашей домашней библиотеке, именно касающаяся вот сказок. Ну, помимо самих сказок, которые у нас есть сборники, есть у меня еще и история Древней Руси. Сейчас даже не помню автора какого. Эта книга у меня очень давно, и там тоже очень много про фольклор, откуда пошли вот эти все Бабы-Яги, Змеи Горынычи, и как складывались сюжеты сказок, что они значат. А здесь вот прямо, знаете, прямо, смотрите, прямо формулы, как будто бы это не сказка, а учебник математики. Видите, формулы. Вот, так что вот такую книгу мы приобрели. И одну книгу взяла Наташа сегодня на работу читать. И еще 2 книги. Вот они такие. Очень объемные. Первая называется автор Алексей Юрчак «Последнее советское поколение». Последнее советское поколение. По этой же теме автор Николай Эпле «Неудобное прошлое». И здесь есть подзаголовок «Память о государственных преступлениях в России и других странах». И третья книга, я вам сейчас ее покажу быстренько, ну, в смысле фотографию. Сейчас. Вот, третья книга – это «Внутренняя колонизация». Александр Эткинд. «Имперский опыт России». Внутренняя колонизация. Тоже очень интересная и познавательная книга. Вот. Теперь о погоде. Погода всю неделю была
я бы сказал, жаркой. Хотя немножко мочил дождик, но, тем не менее, днем, когда особенно было солнце, а порою тучки набегали, очень становилось жарко, то есть люди при такой погоде ходят в футболках. Ну, некоторые, конечно, вот я заметил, особенно местные жители, пожилые, они как-то, видимо, смотрят не на небо, а на календарь. На календаре ноябрь, поэтому смотришь, люди идут в куртках, под курткой еще свитер надет какой-нибудь. В общем, одеваются как зимой, хотя погода летняя. Температура воды, ну вот Наташа, она же работает на пляже и замеряет каждые двое суток. Так вот, температура воды 18-19 градусов. Ну, с утра она немножко попрохладнее, потом прогревается. В общем, люди купаются. Я по-прежнему на море не хожу. Хотя, конечно, так себе намечаю, что нужно сходить, нужно провести там репортаж. Вообще нужно и велосипед прогулять. Но пока у меня нет времени для этого. Сегодня у меня вот очень такой насыщенный день. В 8 часов, видите, я провожу трансляцию, потом буду производить платежи за коммунальные услуги. У меня прямо есть такая тетрадка, там вся бухгалтерия, я все записываю. Так что, кому интересно, и раньше я проводил специальные такие, делал ролики, где показывал, сколько мы платим за квартиру. Ну, тогда все только начиналось. Но сейчас, если кому-то это интересно, вы можете заявить об этом, что если вам интересно, я вам все расскажу, покажу. Можно даже будет сравнить с прошлыми годами. Так вот, значит, сегодня после трансляции я буду платить за квартиру, так скажем. Потом я буду варить обед. Мне сегодня надо пораньше сварить обед, потому что к 16 часам я пойду в нашу киностудию. Анастасия Корезина, наш мастер, решила нас собрать, чтобы чем-то порадовать. Ну, я уже предварительно знаю. Дело в том, что мы же снимали кино летом, но кино это еще не создано, фильм не вышел, и только-только сейчас он будет монтироваться. Поэтому, ну, видимо, будем обсуждать, как это все будет происходить. Плюс потребуется озвучка, потому что у нас при съемках фильма были проблемы с озвучкой. Часть мы сцен писали на микрофоны, часть невозможно было писать. Где-то был ветер, поэтому мы не могли писать качественно. Поэтому Настя говорит, что ничего страшного, мы потом все переозвучим, как это, в общем-то, делалось раньше, да и сейчас делается. Вот. Хотя сейчас вот по опытам съемок я вижу, что стараются, конечно, писать сразу звук, то есть на актеров, которые произносят реплики, навешиваются микрофоны. И еще вот звукари, которые с такой большой-большой палкой, на палке микрофон, вот они тоже фиксируют звук. Я тоже, когда принимал участие в фильме с участием Дениса Никифорова, тоже говорил реплики, и на меня тоже навешивали микрофон. Ну, там, конечно, очень качественные микрофоны, они прикрепляются к поясу и выводятся куда-то сюда, и прямо наклеиваются скотчем на кожу, поэтому они там не болтаются, не шуршат об одежду. У них там есть специальные защитные какие-то щеточки, чтобы, ну, гасить вот эти вот звуки, которые от соприкосновения с одеждой получаются.
Вот. Ну и звуку очень много уделяется на съемочной площадке. Постоянно одна из таких команд – это внимание, тишина на площадке. То есть все должны заткнуться и предоставить возможность актерам отработать чисто. Так, ну что еще я бы вам сказал? Значит, у меня вообще вот эта вся неделя прошлая прошла под знаком кино. Я с 1 числа, с 1 ноября, а это у нас был, сейчас я посмотрю по календарю, какой день недели. Да, это была среда. И вот как раз со среды у меня началась интенсивная работа. Как вы знаете, я сейчас принимаю участие в съемках фильма, который снимает режиссер Мальвина Третьякова. Кому интересно, вы можете посмотреть, найти ее, что она сняла. У нее есть аккаунт ВКонтакте, где она выкладывает фотографии со съемочной площадки. Она как бы не делает из этого какой-то тайны. Вот. Но, тем не менее, я не буду ничего рассказывать, ни сюжет, ни как проходят съемки именно вот. Даже название не буду фильма говорить, вы все об этом узнаете сами, если захотите. Вот. Единственное, что скажу, что фильм этот снимается по книге, вот я вам даже сейчас ее покажу, вот, а вы можете найти и тоже посмотреть. Вот, книга называется «Они приближали рассвет». Автор Василий Попов. Книга выпущена, сейчас я вам даже, может быть, скажу, в каком году. В каком году? Нет, к сожалению, может быть, в конце. В 83-м году в Краснодарском книжном издательстве. Эта книга выпущена, 30 копеек стоила. Вот, они приближали рассвет. Фильм военно-исторический, я бы сказал, где-то даже приключенческий, рассчитан на подростков. И очень, конечно, он, я бы так тоже сказал, тяжелый. Так как я там играю немца, то мне досталась очень такая доля непростая. В фильме очень много жестокости. Но это все надо, конечно, отыгрывать от и до. Вот. С чем я столкнулся здесь впервые и вновь, как Макаревич пел. У меня вообще в фильме очень мало слов, вот, но много где я появляюсь. И, как сказала Мальвина и другие актеры, они говорят, что в фильме я буду самым загадочным персонажем. Ну, я бы так не сказал, потому что никакой мой персонаж не загадка. Это, это может быть даже само зло. И вот когда мы снимали здесь вот в 5-й школе одну из сцен, где мы с еще одним немцем идем по коридору, а уже снимали вечером, и нужно было включить свет в коридоре. И вот мы включили в начале коридора свет и ушли в темный конец. И думали, включать там или не надо. И я говорю, давайте не будем включать свет, потому что будет очень символично, что вот коридор и из темноты появляются, это очень будет впечатлительный такой кадр, впечатляющий, когда из темноты появляются две фигуры в черной форме. Вот, поэтому вот такого персонажа мне
предстоит, ну, не то, что предстоит, я уже его уже играю. Те слова, которые я говорю, они на немецком языке, но фильм сделан по типу, знаете, как в советское время снималось, то есть идет немецкая речь, сверху накладывается русский перевод. В тех моментах, где, допустим, немец разговаривает с русским, где немец с немцем разговаривает, там, ну вот как фильм «17 мгновений весны», там же Мюллер и Штирлиц, они же разговаривают на русском языке, да, хотя мы подразумеваем, что они говорят на немецком языке. Вот. Ну, тем не менее, фильм любимый многими поколениями и смотрит его с удовольствием, поэтому здесь вот в этом фильме тоже Мальвина Третьякова будет применять такой метод. Так что вот я говорю немного фраз, но они на немецком языке. Ну, мне это, в общем-то, легко, достаточно легко, в смысле том, что я изучал немецкий язык, и я знаю, как читается. Я даже имею представление о произношении, хотя, конечно, произношение хромает, и нужно его очень хорошо отрабатывать. Это одно. Потом второе такое новшество, которое я испытываю на этой съемочной площадке, это то, что слов-то я говорю немного, но я много где должен показать свое отношение к каким-то героям или к сценам, которые я вижу. Это взгляд, мимика. И вот это, конечно, очень сложно сделать, играть именно глазами, поворотом головы, какими-то движениями, очень сложно. Для меня, тем более, это первый опыт. Если я уже вот много-много раз, да, уже скажу, что много раз я принимал участие в массовых групповых съемках, ну, там была динамика, там, в общем-то, никто на лицо не смотрел, и там игра лицом была не первостепенна. А вот в этом фильме, тем более Мальвина Третьякова, она очень много уделяет внимания деталям и настроению. Поэтому, конечно, и интересно делать такую работу. Но мне легче в плане том, что я все-таки прошел актерские курсы. Я знаю, что такое внутренний монолог. Я читал, слушал аудиокнигу американской киноактрисы Чабак. Именно вот я очень хорошо запоминал, как у нее очень хорошие техники, именно как создать настроение на площадке съемочной. Откуда брать эмоции и как их подавать. Это очень хорошая наука, и, по крайней мере, теоретически я подкован. Ну, практики у меня, конечно, маловато, потому что в киношколе мы этим занимались, но занимались не продолжительное время. Но, тем не менее, мы делали и как раз вот этюды на молчание, этюды на какие-то выражения эмоций, стоп-кадры. Это все, конечно, очень-очень помогает, и, я думаю, поможет. Поэтому буду стараться, друзья мои. Фильм выйдет, наверное, к 9 мая следующего года. Ну, я уже сказал, фильм военный, фильм про войну, поэтому, я думаю, будет очень интересно его посмотреть. Будет и мне, и вам, и жителям Анапы, потому что действие фильма происходит в Анапе. Некоторые сцены будут сниматься в тех местах, где шли непосредственно события, проходили. Я пока не буду раскрывать всех карт. Может быть, расскажу в следующий раз. Но такие места есть, и
Я даже удивился, Мальвина, она давно живет в Анапе, она коренная анапчанка, поэтому ей история Анапы очень интересна, и она даже вот рассказывает, когда мы перед съемками, она говорит, вот здесь вот было то-то, то-то, так-то, так-то. Вот, поэтому очень интересно в этом смысле даже вот сейчас работать с Мальвиной. Третьякова, еще раз напоминаю имя, потому что те, кто интересуется кино, кто интересуется вообще, кому просто интересно, вот, поэтому они могут это имя набрать, тем более Мальвина очень редкое имя, да, а она прямо Мальвина по паспорту. Так, друзья мои, задавайте вопросы. Вот я уже смотрю, 4 зрителя меня смотрят. Завтра я уезжаю на чемпионат России по тэквондо, пишет Алексей. Молодец. Я бы пошел, записался в киношколу. Я бы мог, по вашему мнению, сниматься в кино. Я считаю, что в кино может сниматься каждый. Потому что в кино, конечно, кино это... часто, ну, как любое художественное произведение, это обобщение, это типажи, но в то же время всегда интересен сам человек, а по теории Франкла, моего любимого психолога, Виктора Франкла, мы знаем, что каждый человек уникален, и в этом его самая большая ценность. Двух похожих людей невозможно найти. Вот почему и теории двойников нашего президента Путина, да, вот говорят сейчас, у Путина есть эти двойники, там, тройники и прочее. Поэтому вот эта теория, она просто рассыпается. Вернее, это предположение рассыпается, если мы знаем теорию Франкла, потому что двух абсолютно одинаковых людей быть не может. Каждый человек уникален. Вот. Может быть, конечно, там похожий где-то издалека, чтобы в машину посадить, а так, чтобы вот лицом к лицу столкнуться, ну, это и не распознать подделку, это невозможно. Поэтому вот так. Поэтому, друзья мои, я отвечаю на вопрос Алексея. Конечно, каждый человек может сниматься в кино, и как раз вот его уникальность, она и это самое большое достоинство человека, то, что он несет в кино. Ну, а обучиться каким-то техникам, приемам, это уже дело, как говорится, усидчивости, ну и, конечно, какой-то талант должен быть. Так. Вы бы лично открыли свою киношколу? Нет, я бы, наверное, не открыл киношколу. Я вообще не люблю преподавать и учить кого-то. Это тоже дар определенный. Но какое-то свое бы кино мне хотелось бы снять. Ну, как режиссеру, допустим. Как режиссеру. И, в принципе, это, наверное, возможно, потому что сейчас фильмы можно снимать на хорошие телефоны или можно камеру приобрести. Все для этого есть. Навыки у меня монтажа есть. Люди, которые хотели бы сыграть что-то, они тоже есть. Вот вчера мы переписывались с Антониной, ну, с партнершей, с моей, по многим уже этюдам в киношколе, и на площадке мы с ней, вот последний раз были на съемках в Абрау-Дюрсо, и там играли пару экстравагантную. Так что вот это можно было бы, да, конечно. Просто нужен, знаете, сценарий интересный, какая-то идея и цель, чего мы хотим достичь, что мы хотим этим показать. Просто нужно написать хороший сценарий. Так, про кино сейчас я еще закончу, может быть. В общем-то, я все рассказал. Значит, снимаюсь я в немецкой форме.
Форму я сшил сам. Сегодня я пойду в пункт выдачи СДЭК, там мне прислали галифе. Ну, галифе, так скажем, я очень переживал из-за галифе, потому что китель, понятно, я сделал, фуражку я сделал, портупею у меня была, и я ее немножко там доработал. Сапоги у меня тоже были. А вот с галифе, конечно, сложнее. Если вот мой партнер по этому фильму, он заказал форму значит, из Москвы, ему прислали комплект прислали, и он заплатил за это хорошую сумму. На эту сумму можно было купить, наверное, этот комплект. Вот если постараться, и если время позволяет. В общем-то, немецкую форму сейчас шьют именно Второй мировой войны времен. Шьют и в Китае отправляют по почте, и в Петербурге, я видел, шьют. И, в общем-то, в принципе, за 30 тысяч можно весь комплект сформировать, ну, плюс вот эта вся фурнитура, пуговицы. Ну, пуговицы, они как бы входят в форму, но вот значки всякие, нашивки, это все отдельно, они тоже стоят хороших денег. Фуражка стоит дорого достаточно, где-то 1004, наверное, фуражка стоит. Но я сделал все своими силами. Единственное, что представляло такую трудность, это галифе. Потому что галифе – это галифе, и я сделал все-таки галифе из своих, опять же, казачьих брюк. Получились они, в общем-то, неплохо, в конце концов. Я потом, когда смотрел в зеркало на себя большое, вполне так неплохо. Но, тем не менее, я еще до того, как я сшил сам эти галифе, переделал, я в интернете нашел тоже, сейчас же модно, в общем-то, галифе. Я такие галифе увидел, интересные, недорого, и выписал их, и сегодня мне нужно их получить. Но я не уверен, что я в них буду сниматься, хотя, кто знает, может быть, они мне и подойдут. Надо просто примерить. Так, Владимир Малер присоединился к нашему разговору. Александр, а есть фильмы, в которых вы уже снимались? Интересно было бы посмотреть. Есть фильмы, в которых я снимался, и один из этих фильмов «Крепость Бадабер». Это 4-серийный художественный и военно-исторический фильм. Вот, но снимался-то я там все-таки в массовых сценах, да. Это даже не были групповками. Не, групповка была там одна. Но, тем не менее, этот опыт был очень полезным, и я его описал весь в книге, которая у меня недавно вышла. Книгу я показывал в прошлый раз. Книга называется «Очерки», 2 том, и там есть глава «Мои киноистории». И там я пишу о самом первом моем съемочном дне. Это «Крымский мост», Тигран Кеосаян, режиссер. Я там принимал участие. Я даже не попал вообще на пленку и в кадр. Вот, но тем не менее впечатление было выше крыши, как говорится, и я это все подробно описал, потому что самое сильное впечатление – это первые впечатления, и они вот этим ценны. Потом был «Крепость Бадабер» фильм, где я в первых 2 сериях появляюсь, и в разных ипостасях. Я там и пакистанский офицер, и маджахет, и мирный житель. Так что я об этом делал большой ролик, прямо выделял все, укрупнял, замедлял, чтобы меня было лучше рассмотреть. И я рассказывал еще попутно как шли вообще съемки, как это было интересно. У меня несколько роликов посвящены крепости Бадабер, так что если вы на моем канале просто наберете «Альбатрос» с латинскими буквами и «Крепость Бадабер», или просто киносъемки, то вы вот по этим тегам вы легко найдете и послушаете, и посмотрите.
Потом, значит, были съемки вот уже в этом году. В этом году у меня было много съемок. Это и «Бессмертный полк», который вот ожидается, что выйдет на экраны скоро-скоро. Ну и другие проекты, где я уже там должен быть крупником, как говорится. В фильме с участием, я название не произношу, но говорю главного героя, и вы можете тоже найти это в Википедии или на сайте Театр кино. Это Денис Никифоров. Я там снимался в сцене с ним, со словами, вот как раз где на меня микрофон вешали. Вот, это уже будет тоже крупняк. Но это не эпизод, это все равно групповка. Считается. Заплатили как за групповку. И в 2 фильмах я вот сейчас снимаюсь. Вернее, в одном отснялся, но он еще не смонтирован. Это наш короткометражный фильм, который мы снимали по окончании нашей киношколы. Он будет смонтирован, и у меня там большая роль, я так скажу. Большая роль со словами, все. И сейчас у меня вот роль вот этого немца. Это тоже роль, про которую я только что сегодня говорил, что это роль со словами на немецком языке. И больше, конечно, где я играю там мимикой и взглядом. Вот, это вот для меня такая сложная задача, потому что все-таки, ну ведь это уже погружение в образ, это уже жизнь, это не просто там игра, как в театре, да, где все гиперболизировано, а это уже жизнь, то есть я должен на сцене, на экране жить, это очень-очень сложно, я бы вам сказал. И для меня, неопытного актера, начинающего актера, да, это, конечно, задача не из простых, но буду стараться, друзья мои, буду стараться. «Крепость», фильм «Бадабер» я уже посмотрел. Данила Черватюк, привет Молдавии, привет Кишиневу. Доброе утро из Молдовы, Александр, это Данила Черватюк, очень приятно. Мне скоро на работу. Ну что ж, потом посмотришь в записи мою трансляцию. Так, что еще, друзья мои? Значит, про кино я все закончил. И на вопросы закончил отвечать. Но если будет какой-то вопрос, который я еще не освещал, то я, конечно, отвечу. А так, блок о кино я закончил. Вот у меня и усики такие, видите, я их подбрил, это для роли специально. Вот в них я снимаюсь. Так, про книги я рассказал, что мы, это в начале в самом, что мы с Наташей выписали книги. Работу над очерками своими я сейчас приостановил, потому что это тоже нужно погружение, но у меня там как бы все намечено, и только стоит сесть, как я в одном стихотворении писал своем, я это все напишу, закончу и приступлю уже к выпуску книги «Проза». Кстати, напоминаю, что по ссылке к этому ролику и в других роликах вы можете отправить донат. Помогите мне, если кто хочет выпустить мне книгу, чтобы она была в жестком переплете, как это я сделал вот с этой книгой. Вот видите? Вот книгу, которую я выписал, и моя книга, они ничем не отличаются, потому что выпущены они на качественной бумаге, шитый переплет. Видите, шитый переплет. Так что вот, и если вы мне поможете выпустить эту книгу, то, конечно, получите и экземпляр, естественно. То есть вы, получается, оплачиваете издание и доставку. Но таких людей должно быть не менее 10, где-то вот по 1500. А если кто-то хочет полный тираж оплатить, то буду рад этому спонсору, и его доброе имя будет, конечно,
занесено в эту книгу, что издано на средства такого-то мецената. Вот, поэтому будет здорово. Но для этого нужно где-то 15-20 тысяч. Вот. И, может быть, даже хватит на цветную книгу. Я же делаю иллюстрации. Сейчас я покажу иллюстрации, которые я делал последние. Ну вот, иллюстрации. Это, значит, рассказ. Рассказ называется «Рядовой Рабинович», про двух солдат. Ну, сложность состояла в том, что нейросеть-то американская, поэтому объяснять ей, что такое русский солдат, и очень сложно. Она, конечно, нарисует там звезды, где надо или не надо, но, тем не менее, я попытался сделать это как бы, чтобы одежда была камуфлированная, и как бы неважно было, чьей армии солдат. Ну, подразумеваем, конечно. Вот видите, вот тоже вот нарисовал, да, такая похожая фуражка. Ну, опять же, какие-то подтяжки, это, конечно... Или вот он гимнастерку нарисовал. В принципе, да, похоже очень на, ну, таких 40-х годов. Но это, конечно, все равно не то. Не то немножко. Потом вот иллюстрации к рассказу «Славно сидим». Это мой первый рассказ, который на одну букву. Тоже получилось неплохо. Вот это мне нравится картинка. Потому что именно она передает эмоции, которые у меня заложены в этом рассказе. Вот. Ну, про попил пивка я уже рассказывал в прошлый раз, кому интересно. Интересно еще, что вот про Рабиновича, это то, что этот рассказ у меня, он... была постановка здесь, в Анапе, по моему рассказу сделали постановку. На сцене театр «Индиго». Режиссер Гайне Визирян. Постановка «Рядовой Рабинович». Автор, член литературного объединения «Парус» Александр Полуподдельных. Рядовой ремонтной роты Рабинович? Рейл. Ро. Рутинная работа. Рейл. Рейл. Разинул рот. Раздумался. Русь, Россия развивалась, разрасталась. Романов распустил руки. Развелись разные РСДРП, РКПБ, ржавчины, разъели Россию. Распутин – развратник. Результат – революция. Результат революции – разруха. Реввоенсоветы, райкомы, разверстка, раскулачивание, репрессии, расстрел. Русские. Резкий грозного рыбаконя! Рабинович! Работничай! Разлегся рожа! Рыбаконь, ржаусый. Роскошные ремни ряд республиканских регалий. Роман родилась. Разговорчики репу роты! Денис разгорелся, радеет рубином. Рыть! Рыть, Рабинович!
Догадался? Рябоконь! Рабинович роет рылом. Нравится. Рыл. Рухнул. Разбитый. Решетка. Рябоконь! Разжалобился. Раздобыл разведенный роял. Столкал Рабиновича. Рахимчик. Рябоконь расставил бумажки, разложил раков, редьку. Рубай. Рабинович, радеханек. Разгорелся разговор. Разобрались. Рабинович, Рябоконь. родственники. Рабинович! Разве Рабиновичи разоряют Россию? Рабиновичи разрабатывали ракеты, реакторы, роботы, разоряют родину руководители раздолбай. Редкий кто руководил рационально, расчетливо. Распили роял. Работай, Рабинович! Расхудрявый. Речи! Розой разгорался рассвет. Раздольно раздалось одное русское. Раскудрявый! Рай, 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 рай. Русская разведочка. Ребят. Рай, 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 рай. Театр Индиго. Ну вот, друзья, вы посмотрели постановку, которая называется «Рядовой Рабинович», Анапский театр «Индиго». И это был первый такой мой опыт, когда по моему произведению сделали постановку в театре. В общем, в Анапе здесь я очень много чего, так скажем, испытал, приятных всяких чувств. В Чите у меня таких возможностей не было, ну, потому что я служил, самодеятельность никогда не любил, тусовки никакие не принимал. Вот в этой книге, кстати, я пишу об этом. Вот. О моей службе, о моих начальниках. И единственный раз, когда я выступил в самодеятельности от службы в Уфсине, это было после моего увольнения. Я принял участие в конкурсе, ну, вернее, я-то не принимал, я принял участие в номере Мисс УИС. Это, ну, Мисс УИС выбирали самую красивую, самую знающую уставы
и службу девушку. И вот она меня попросила, это была, сейчас я вспомню, у нее фамилия такая интересная, латышская, Каменскас. Фамилию-то я запомнила, как же ее звали-то? Ну ладно, это не важно сейчас, видите, память уже какая. Вот, ну фамилию помню. Наташа Каменскас. Так. Мне интересно, как дела у Андрея. Да, Андрей немножечко приболел, у него бронхит. И сейчас он на больничном до 7 числа. Так что, ну, мы с ним переписываемся. И я думаю, когда он выздоровеет, мы с ним, наверное, встретимся. Нужно пообщаться. Может быть, проведем совместную трансляцию. Я бы сказал, что у него все хорошо. Главное, у человека есть работа, а то, что происходят какие-то непредвиденные обстоятельства, складываются, там, болезнь, еще что-то, но это жизнь. А главное, что у человека есть работа, есть настроение, есть деньги, чтобы покупать лекарства. Поэтому я считаю, что все хорошо у него. Я бы отправил вам 15 тысяч и 20 тысяч. Вы же меня знаете и помог бы вам. Да, Алексей всегда за любой кипиш. Спасибо тебе, Алексей, за твою готовность. И от мамы привет, он пишет. Да, и привет твоей маме. Я помню нашу встречу с тобой здесь, в Анапе. Было здорово, приезжайте еще. Так, о чем я еще не рассказал, друзья мои? Задавайте вопросы. О погоде рассказал, о кино рассказал, о работе над своими очерками, то, что я пристановил, рассказал, о книгах рассказал. Так, еще не рассказал вам о чем же? Сейчас, подождите, вспомню. Да, у меня сейчас предстоит на этой неделе и в течение ноября предстоит работа над роликом. Ко мне обратились мои анапские знакомые, хорошие знакомые, и попросили меня сделать ролик о волейбольной команде, которая здесь была в Анапе, и это школьная была команда, сохранились кое-какие кадры, много очень газетных вырезок, грамот, фотографий. Попросили сделать ролик про эту команду. Фильм будет так нехитро называться «Команда молодости нашей». В общем-то, хотя и избитое, но очень такое понятное название. Тем более песня есть хорошая с этими словами. Вот. Но пока мне некогда этим заниматься. Единственное, что пока сделали, это записали звуковую дорожку к этому фильму. И я теперь буду кропать этот ролик. Звук получился не очень качественный, к сожалению. Ну, это ничего страшного. Сделаю черновой вариант, звук потом перепишем, и уже потом на готовый ролик можно наложить его, потому что текст готовый, поэтому начитать его на диктофон не представит никакого труда. Так, сейчас, наверное, туристов в Анапе гораздо меньше. Ну, конечно, меньше, но тем не менее, отели, они такие самые-самые раскрученные, они работают. И вот Андрей, допустим, даже вот вы спрашивали про Андрея, он мне как раз здесь сообщает. Сейчас я вам засвидетельствую. Так, где тут Андрюха? Кстати, я отправил книги книги отправил в Читу. Они пришли, мой брат Михаил их получил там на почте.
и по возможности он их развезет по моим родственникам. Ролик, как я эти книги отправлял, я тоже снимал. Вот он пишет, Андрей, уже с октября я работаю на первом корпусе. Сегодня там проживает около 900 человек. Вот так. Наташа тоже работает в учреждении. Работает она на пляже, друзья мои. Внимание, ноябрь месяц. Пляж работает. И он будет работать вплоть до декабря. Но так не во всей Анапе. В основном все, значит, учреждения отдыха и туризма свернули свои пляжи. А вот где работает Наташа и где работает Андрей, друг мой Хрущев, эти пляжи работают. Хотя это разные совершенно ведомства, ну, которым они принадлежат. Вот. У Андрея это частный бизнес, у Наташи это государственный бизнес. Вот. Поэтому, но пляжи работают, и, как Наташа говорит, они работают почему? Потому что люди в прошлом году жаловались, что пляжи закрыли, некуда пойти, негде посидеть. Ну, понятно, если люди идут к морю, то должен быть и медицинский пост, и пост спасателей, и пост охраны, и буфет должен быть. Поэтому пляж там работает. Пляж работает, стоят лежаки, стоят зонты, работает медицинский пункт, работает спасательная станция, лодки стоят, круги спасательные, буфет работает. Поэтому пляж работает, несмотря на ноябрь месяц, друзья мои. Вот такие дела. Тем более погода благоволит. Погода благоволит, температура воздуха остается летней, водичка кристально чистая, теплая, можно сказать, для людей закаленных. И, кстати, в один из годов я купался 14 ноября. Напоминаю, друзья, что 16 ноября у меня день рождения. Так, что еще вам я не рассказал? Маша сейчас на каникулах. Но, несмотря на это, она ходит на занятия к репетитору по немецкому языку, ходит в художественную школу, где занимается архитектурой и дизайном. Такое направление у них. Валя работает сейчас баристой в кофейне. Ей это тоже нравится. Она очень любит кофе. И мечтает о своей кофейне в Анапе. Наташа, как я уже сказал, работает, но она сейчас работает не все время, а 2 дня работает и 2 дня отдыхает. Поэтому у нас есть возможность с ней проводить вместе время. Вчера мы с ней ходили в магазин «Светофор». Я думаю, вот напишите мне, есть у вас в регионах, в городе, где вы живете, магазин «Светофор». Вот я знаю, у Юры «Светофор» вообще рядом. Юра, кстати, тоже из Анапы уехал на зимовку в Краснодар. Уехал он с грустью, потому что, говорит, такая хорошая погода, такие замечательные, значит, прогулки он здесь совершал. Он познакомился здесь. И не то, что познакомился, он всех соседей подружил между собой, и они теперь общаются. Раньше они как бы так не общались, он всех их вот вытянул из своих квартир, и они теперь, у них такой настоящий клуб общения. А это вот, друзья, ну, вы сами знаете, что самая большая роскошь, которая в жизни существует, это роскошь человеческого общения.
Она продлевает наши годы, она дает хорошее настроение, она обогащает нас духовно. Поэтому, я думаю, и соседи Юрины по дому немножко загрустят, и Юра приедет в апреле уже снова в Анапу. Может, пораньше. Так. Светофор есть. Малер пишет. Ну вот мы вчера с Наташей ходили в светофор. Светофор здесь у нас недалеко. Так как мы с Наташей очень любим тоже пешие прогулки, мы и на этаж на наш 7-й всегда заходим именно пешком по пожарному выходу. Вот. А это, между прочим, 7-й этаж, это по 140 ступеней. Да, 140 ступеней. Вот у нас есть лестница здесь 300 ступеней, да, 800 ступеней. Ну, а я в день хожу там раза 2, иногда 3. Поэтому это очень хорошо, друзья мои. Так вот, мы в светофор ходили с Наташей. Народу там никого не было. Вообще, хотя бы вчера было воскресенье, а народу в светофоре никого. Мы там совершили некоторые покупки. Мы там покупаем... Что мы там покупаем? Ну, сливки там покупаем, томатную пасту, там очень дешевая томатная паста, хорошая, кстати, томатная паста. Именно я люблю томатную пасту, где никаких там нету загустителей, всяких добавок, там, тем более крахмала. Вот. Вы знаете, что сахар я сейчас стараюсь не есть. Но очень сократил. И в последнее время я сократил еще и потребление хлеба. Вот. Просто вот перестал его есть. Ем, конечно, но если раньше я любую еду ел, даже фрукты ел с хлебом. Вот вчера, кстати, арбуз ели. Зарезали арбуз. Огромный арбуз, наверное, килограмм на 10. Вот. Это Вали на день рождения подарили. И арбуз здоровенный. Нужно было его съедать. Вот мы пол-арбуза съели. Пол-арбуза вот сейчас стоит здесь на лоджии. Надо сегодня его тоже доедать. Арбуз хороший, красный. И вчера я перед уходом на репетицию. Вчера у меня репетиция была. Я же не сказал, что фильм снимается не просто вот мы приходим, одеваем костюмы и снимаемся. Нет, сначала идут репетиции. Мальвина Третьякова, она очень кропотливо работает над каждой сценой, и мы полностью отыгрываем сцену с текстом, со всем передвижением по площадке. Все ракурсы она снимает, и крупные, средние планы, каждого актера снимает, его реакцию. Допустим, даже если актер где-то находится на заднем плане, то она просто вот делает камеру, направляет на него. Все актеры остальные, допустим, там 3-4 играют какую-то сцену, а она снимает только его реакцию, только его лицо, только его глаза. Вот, знаете, вот, ну, я не знаю, снимает ли еще кто-нибудь так. Обычно репетиции проходят, ну, сразу. Вот приехали на площадку, переоделись, отыграли, отрепетировали, и все, сразу потом первый дубль за этим идет. Но Мальвина целый день посвящает только одной репетиции. Так вот, что мы, про что? Про арбуз. И да, все связано. И вот я собираюсь на репетицию, а Наташа говорит, ты арбуз с хлебом ешь? Я говорю, говорю, как-то не хочется с хлебом. Хотя, знаете, вот есть фильм такой «Кавказская пленница», где Никулин, его герой, вернее, да, ест виноград и закусывает какой-то такой, не Никулин, а Варлей ест виноград и закусывает какой-то такой булкой,
как калачом румяным, да. И вот я всегда, почему, когда смотрел, думаю, это очень вкусно, это вот так вот надо и есть. И я иногда ел фрукты именно с хлебом. Ну, сейчас я вообще хлеб перестал есть. Друзья мои, подошла к концу наша трансляция. Мы с вами говорили целый час. Кто не успел, то смотрите в записи. Всем мира, добра, здоровья, хорошего настроения.